Всем привет! Последние пару лет 3D-графика набирает обороты в графическом дизайне. Этот тренд еще будет расти и расти, поэтому решил записать, как можно присоединиться к этому потоку. Сегодня сделаем вот такие 4 иконки. Сделав такую работу, вы сможете брать заказы на похожую тематику, а также продавать ваши работы на стоках, как растровые изображения, или перевести их в вектор. Если интересно, как это сделать, пиши в комментариях. Итак, начнем. Нам понадобится 3D Max и рендер-движок V-Ray. У меня версия Max 2020 и V-Ray 4. Вы можете использовать любые версии как Max, так и V-Ray. В нашем случае разница почти незаметна, а в некоторых ее и вовсе не будет. Если видео будет полезным, с тебя лайк. Запустив 3D Max, начнем делать иконку облачка. Выберем верхнюю проекцию, перейдем в категорию шейпов и выберем инструмент Rectangle. Задав необходимые настройки, выровняем его по центру, нажав правой кнопкой на стрелочки. Также зададим параметр Corner Radius равен 2, для того, чтобы скруглить наши углы. После создадим еще один Rectangle, это будет габаритный размер нашего облачка, и настроим подходящие размеры. Так как первый квадрат достаточно темный, выделим все и выберем цвет более светлый. Теперь стало проще выбрать необходимые размеры для нашего облака. Этот Rectangle тоже поставим по центру. Для того, чтобы задать форму нашему облачку, будем использовать круг. Выберем его также на вкладке шейпов. Задав необходимый размер и потянем к нашему габаритному квадрату. Для того, чтобы четко выровнять наш круг, необходимо будет включить привязку. И выбирая необходимую точку, мы выравниваем относительно нашего габаритного размера. Сдублируем наш круг, зажав Shift, и левой кнопкой мыши перетянем круг в другое место. Таким образом мы сделаем дубликат. Проделываем те же самые операции с привязкой для того, чтобы выровнять следующий круг, также изменив его еще размер. Сделаем еще одну копию круга, также настроим ее размер. Это будет основа для нашего облака. Для того, чтобы это все теперь соединить, мы выберем первоначальный Rectangle, нажмем правой кнопкой и выберем Convert to Editable Spline. После нажмем на кнопку Attach и выберем все наши 3 круга. Таким образом, у нас получится один цельный объект. Перейдя на категорию сплайнов и выбрав инструмент 3, мы можем убрать лишние сегменты наших сплайнов. Таким образом, получим финальную форму облака. Но в местах пересечения образовались точки. Там они не сшиты, поэтому нам необходимо их выделить и нажать на кнопку Weld для того, чтобы их сшить. Теперь разрывов там не будет. Теперь перейдем в вид перспективы. Мы также можем переключаться между окнами, используя вот эту вот кнопочку. Или горячую клавишу Alt-W. Накинем модификатор Shell, или выберем его из списка. И сделаем толщину равную 1 см. Это будет наша основа для всех иконок. А выбрав наше облако, мы его поднимем на высоту 1 см. И также накинем модификатор Shell. Для того, чтобы модель была более сглаженной, мы перейдем в сплайн нашего облака и во вкладке Interpolation поставим галочку Adaptive. Таким образом мы получаем больше полигонов и тем самым более сглаженную модель. То же самое сделаем и для нашей основы. Выделим обе модели и переведем в Editable поле. После к нашей основе через кнопку Attach присоединим наше облако, для того, чтобы это была цельная модель. И дадим имя Icon 1. Нажав на клавиатуре 4, мы переходим на уровень полигонов. Выделим 2 верхних полигона и нажмем Inset, для того, чтобы впоследствии сделать фаску. Теперь на эту модель накинем модификатор Chamfer, для того, чтобы сделать эту фаску. Тип фаски выберем Quad, ее размер оставим по умолчанию. Таким образом, фаска дает нам более реалистичную модель и добавляет объема. Переведем это также в Editable поле, и с точки зрения геометрии наша первая иконка будет готова. Сделаем дубликат также через Shift, для того, чтобы перейти к следующей иконке. Перейдя на уровень элементов, мы выберем облачко и его удалим. На его месте будем делать диаграмму. Также дублируем эти 2 иконки для того, чтобы была основа для всех остальных. Две последние мы скроем, пока они нам не нужны. И выберем вторую иконку. Диаграмму начнем делать с круга. Для того, чтобы выровнять наш круг по центру от нашей основы, необходимо нажать на инструмент Align
и нажать на нашу основу. В следующем окне выбрать центр к центру. То есть мы выбираем текущий объект, центр текущего объекта, и мы хотим его выровнять относительно центра нашей основы. Для того, чтобы сделать сегмент в нашем круге, необходимо выбрать инструмент Line. И пока предварительно сделаем вот такие две линии. Но нам необходимо вот эту точку поставить в центр нашего круга. Для этого перейдем в третью вкладку иерархии, нажмем кнопку Effect Pivot Only и с привязкой выставим его в нашу точку. Таким образом, наш сплайн в две линии будет перемещаться относительно нашей точки. И теперь с помощью инструмента Align мы выбираем наш круг, но в параметрах указываем, что будет выравниваться пивот текущего объекта к пивоту нашего круга. Таким образом, меняя положение двух остальных точек, мы будем задавать размер нашего сегмента. Сделаем дубликат наших объектов и пока скроем. Из первых двух сделаем те же самые действия, которые делали с облаком. Изначально переведем сплайн, присоединим и с помощью трима уберем лишнее. Также не забудем соединить точки в местах пересечения. Теперь выберем две копии, которые делали ранее, и нажмем вот эту кнопку, для того, чтобы изолировать эти объекты и работать только с ними. Проделаем ту же самую операцию, только теперь оставив меньший сегмент. Нажмем опять на кнопку изоляции, для того, чтобы вернуться в изначальное состояние. И немножечко отодвинув. Таким образом получаем то, что мы изначально хотели. Также передвигаем их наверх и даем ему толщину. Передвигаем наверх и с помощью модификатора Shell даем толщину. Через кнопку Attach присоединим второй сегмент к первому. И выделив необходимые полигоны, также сделаем Inset и через модификатор Chamfer фаску. Переходим к третьей иконке. Здесь тоже начнем с круга, также выровняем к нашей основе. После выберем инструмент N-Gon для того, чтобы сделать треугольник. А также настроим параметр Corner Radius для того, чтобы сгладить наши углы треугольника. Мне всегда приятнее работать с объектами, когда они серого цвета и сетка у них черная. Поэтому, выделив все объекты, дадим им черный цвет. Потом перейдем в параметры материалов. Нажав правой кнопкой, выберем материал из Skyline стандартно. Выбрав его, нажмем на кнопку Assign Material to Selection, для того, чтобы применить наш материал к выделенным объектам. Таким образом, мы получаем серые объекты с черной сеткой. Продолжим работу над третьей иконкой. Переведя этот круг в Editable поле, мы сделаем Inset верхнему полигону. А через инструмент Extrude мы втопим немного этот полигон. И также сделаем Inset для фаски. А наш треугольник мы немного уменьшим в толщине и опустим на верхний полигон. Прежде чем делать Inset для нашего треугольника, уменьшим количество полигонов, так как видим, что наша сетка достаточно плотная. Теперь сможем сделать Inset и фаску. Присоединим треугольник к основному кругу. И перейдем к работе над четвертой иконкой. Для четвертой иконки тоже сделаем цвет серый, а сетку черный, только в обратном порядке. Мы сначала применим материал, получим серый объект, но цвет сетки будет зеленый. И теперь выберем необходимый цвет. Последняя иконка это будет диамант. Начнем ее делать также с габаритного бокса, предварительно оцентровав его относительно нашего объекта основы. Подход к созданию этого объекта немного отличается. Выделим боковые грани и нажмем Divide для того, чтобы добавить по одной точке. Мы видим, что вокруг новосозданных точек появились зеленые квадратики. Это вспомогательные линии, или так званые кривые Безье, которые сглаживают наши точки. Но нам необходимо, чтобы все точки были острые. Поэтому, выделив их все, нажмем правой кнопкой и выберем параметр Corner. Добавляем одну вершину вниз, две соседние удаляем. Продолжаем также работу, пока форма не устроит нас. Накинем модификатор Edit поле и поднимем нашу модель выше на 1 см. Перейдем в режим изоляции. Нажмем на клавиатуре 1, чтобы перейти в режим точек. И с помощью инструмента Cut проведем дополнительные грани.
Для того, чтобы отменить работу инструмента CAD, достаточно нажать правой кнопкой в поле Viewport. Для того, чтобы модель наша была симметрична, мы применим модификатор Symmetry и пока временно удалим половину нашего диаманта. На следующих этапах просто меняем положение всех точек для того, чтобы достичь необходимой формы. Так как модель красная и плохо видно выделенные ребра, также применим материал и цвет сетки выберем черный. Также применим модификатор Chamfer с небольшим размером самой фаски. На этом работа с геометрией закончена. Перейдем к настройке материалов. Нажав на настройки рендера или на клавиатуре горячая клавиша F10, мы переходим в настройки рендера. Меняем тип рендера Skyline на наш V-Ray. После переходим в редактор материалов и начнем настройку. Изначально создадим мультисаб-материал, так как наши объекты состоят из нескольких цветов, поэтому каждый цвет это будет отдельный материал. Назовем Icon 1. Стандартный материал сможем уже убрать и, нажав правой кнопкой, выбираем уже V-Ray материал. Подключаем его к первому слоту и переименовываем на базовый. Сделаем его дубликат, переименуем в Cloud, так как будем работать сейчас над облаком. Подключим ко второму слоту и теперь настроим сами материалы. Выберем материал Multisub и через иконку Assign Material to Selection мы применим наш материал к выделенному объекту. Выберем карту V-Ray Color для того, чтобы задать цвет нашему объекту. И подключим карту Diffuse. Цвет основы выберем цвет неба. Также настроим зеркальность нашего объекта через параметр Reflect. Сделаем примерно 80. И также размытие наших бликов примерно равным 0,9. Зажмем Shift и перетянем наш V-Ray Color чуть ниже, для того, чтобы сделать его дубликат. Также подключим карту Diffuse и поменяем цвет на белый. Это уже будет цвет нашего облака. И также настроим параметры зеркальности и размытия. Перейдя в Viewport, мы видим, что вся модель синяя, потому что мы еще не настроили ID полигонов. Для этого перейдем на уровень элементов. И выделив определенный элемент, мы видим, что setID равен единице для обеих элементов. Поставим ID 2 для нашего облака. Таким образом, из мультиматериала основа будет брать синий цвет, а облако белый. Выделим все объекты, зажатым шрифтом перетянем, сделав дубликат для второй иконки. Переименуем все материалы и настроим цвет. Также настроим ID элементов, выбрав для большей диаграммы второй. То же самое проделаем для третьей иконки, только тут материалов уже будет 3. Основа, сам круг и треугольник. За основу для иконки 4 возьмем иконку вторую, сделаем дубликат и также настроим имена и цвет.
Имена мы настраиваем чисто для нашего удобства, так как мы дальше их не будем использовать, но если в будущем они нам понадобятся, то чтобы мы не запутались, мы сразу определили, какой материал к чему принадлежит. Выберем 4 иконки и нажмем правой кнопкой и создадим слой отдельно для этих иконок. Переименуем как Icons. Также создадим новый слой для наших элементов environment. Так и назовем environment. И тут будет находиться камера, освещение или другие вспомогательные объекты, которые необходимы будут для визуализации наших иконок. Выберем камеру. Для удобства перейдем в верхнюю проекцию, нажмем левой кнопкой мыши и потянем. Таким образом создали камеру. Для того, чтобы камера смотрела ровно в центр наших иконок, мы их выделим и создадим группу. И назовем ее соответственно. И перетащим эту группу в центр. Правой кнопкой на стрелочках в оси координат мы обнуляем эти параметры. Теперь таргет для камеры мы также ставим в центр. И выравниваем саму камеру. И даем ей такое положение, которое нам необходимо. Теперь перейдем к настройке света. Выберем V-Ray Light и тип источника DOM. В параметре этого объекта нам нужно указать карту освещения. Для этого перейдем в материалы и выберем карту V-Ray HDRI. Выбрав ее, настроим Bitmap. Выбираем любую карту. Эту HDRI карту, которую я использую в данный момент, я оставлю по ссылке в описании. Ставим Mapping Type Spherical и, зажав кружочек, перетаскиваем ее в параметры нашего света с методом Instance. Таким образом мы подключили нашу карту, и она будет задавать освещение всей нашей сцене. Нажав на клавиатуре C, мы перейдем в вид из камеры. И с помощью вот этого инструмента мы подвинем камеру поближе к нашим иконкам. Теперь можем протестировать наш рендер. Нажав на вот эту вот кнопку на панели инструмента V-Ray, которая появилась при установке этого плагина в Max, мы нажимаем на чайничек с зеленым треугольником и запускаем рендер. Задний фон хотелось бы иметь прозрачный, а в данный момент стоит там сейчас HDRI карта и ее видно. Для того, чтобы ее убрать, мы переходим в настройки нашего света и на вкладке Options ставим галку Invisible. Мы видим, что наш фон прозрачный. Это предварительный рендер, он просчитывается в реальном времени. Можем немного опустить камеру, для того, чтобы наши элементы казались более объемными. Мы можем оставить рендер так, как есть, но мы видим, что из-за того, что мы опустили камеру, наш параметр перспективы дает искажение. То есть наши иконки вдаль немножко уменьшаются, а поближе к камере они становятся больше. Это мы можем увидеть по левому или правому краю. Если такие иконки использовать для себя, возможно, этого будет достаточно. Но если, например, использовать их для стока или для каких-то графических элементов в прототипировании мобильных приложений или тому подобное, мы должны настроить ортографическую проекцию для нашей камеры. И теперь, запустив рендер, мы видим, что слева и справа у нас расстояние до края нашего рендера одинаковое. Но они стали дальше, поэтому мы переходим в параметр камеры и меняем параметр Target Distance так, как нам это нравится. Теперь мы видим, что расстояние слева и справа ровное. Также настроим экспоненциальный контроль для нашей камеры. Я поставил примерно 1000 светочувствительность на 1000. Для того, чтобы внести немного разнообразия в наши объекты, мы выберем диамант и сделаем его более светоотражающим, а также более глянцевым. Для этого выберем наш материал с диамантом, сделаем рефлект побольше и отражение, примерно 0.99, тем самым сделав его почти глянцевым. Запустив опять рендер, мы видим, что он стал больше отражать света, и блики стали не такими размытыми. Также заметил, что наша третья иконка смотрится достаточно просто, поэтому решил добавить еще один материал, за основу взяв базовый. Сделав его дубликат и указав, что наших материалов будет 4, мы подключаем его в соответствующий слой. И здесь настроим другой цвет, чуть более красный. Для того, чтобы выйти с режима камеры, нажимаем на клавиатуре P. Тем самым меняем вид камеры на перспективу. И можем дальше работать над нашей моделью. Выберем Group и Open, для того, чтобы редактировать объекты внутри нашей группы. Выбрав третью иконку, перейдем на уровень полигонов. Выберем центральный полигон. И в категории Modeling сделаем Grow, для того, чтобы выделить все полигоны, которые являются соседними для выделенного. И поставим ID 4. И запустив рендер, мы видим, что наша иконка приобрела более приятный вид. Если мы выберем вот этот вот инструмент справа внизу, мы сможем вращать нашу камеру, тем самым меняя ракурс. Например, то изображение, которое вы видели в начале, или которое стоит на обложке этого видео, там я как раз повернул немного камеру для того, чтобы сделать наши иконки более объемными. Теперь перейдем в параметры рендера, и на вкладке Render Elements через кнопку Add мы добавим элемент Denoiser. Его параметры вы видите ниже. Также сюда добавим еще несколько параметров, такие как Diffuse Filter, Reflection Filter
и Shadow. Они нам понадобятся для дальнейшей обработки в Photoshop. Нажмем на эту клавишу для того, чтобы сделать уже финальный рендер. Так как параметры рендера стоят такие, что наш рендер идет достаточно быстро, мы видим заметный шум. Но в конце рендера шум будет убран с помощью элемента Denoiser, который мы добавляли до того, как запустить наш рендер. Как мы видим, рендер заканчивается и начался процесс денойзинга. Здесь мы видим, что шум достаточно видно. Но после того, как денойзер закончил свою работу, наши иконки стали гладкими. Если мы перейдем на RGB, на слой RGB, мы видим, какой рендер был без денойзера. А выбрав эффект Result, мы видим, как шум был уже убран. Сохраним наши все слои, которые нам необходимы для того, чтобы работать дальше в Photoshop. Как вы могли уже догадаться, слои, такие как Reflection Filter и Shadows, помогут нам усилить эффекты отражения и теней, соответственно, в Photoshop. Но сегодня я покажу, как работать именно с Diffuse фильтром. Он нам поможет менять элементы, цвет наших элементов без особых усилий. После того, как мы сохранили все слои, мы перетаскиваем их в Photoshop и, например, поменяем цвет диаманта на какой-нибудь другой. Если мы выберем магическую палочку, мы видим, что мы не можем выбрать весь объект и придется его выбирать вручную. Но сейчас нам поможет как раз Diffuse фильтр. Выбрав этот слой, мы выделяем цвет нашего диаманта, переходим на слой RGB и делаем копию нашего диаманта на новый слой. Сделаем его черно-белым и, нажав 2 раза на слой, мы выберем Cover Overlay и выберем необходимый цвет. Также режим наложения мы смотрим на свое уже усмотрение. В данном случае больше подходит Darken. Таким вот простым способом мы поменяли цвет нашего диаманта. Также можем поменять, например, основу для третьей иконки. Опять же выбираем на Diffuse фильтре цвет нашей основы, делаем дубликат, делаем его черно-белым и меняем цвет на любой другой. Также мы можем взять не просто заливку цвета, а, например, градиент или любые другие эффекты, которые мы сможем в Photoshop только тут добавить. Вот и завершили работу. У нас есть 4 иконки, которые мы можем изменить цвет, а также изначально менять ракурс и их положение. Степень свободы достаточно большая. Если было интересно, ставьте лайк. А в следующем видео хочу показать процесс создания обоев для любых экранов. Сцена будет несложная, но красивая. Если вам такое интересно, пишите про это в комментарии и подписывайтесь. До встречи!